Привет, двоечки первого расклада. Итак, сегодня вам досталась хорошие новости, которые предназначены именно для тебя и вот именно прямо сейчас. Давайте в долгий ящик откладывать не будем. Все, что вам нужно, оно в закрепленном комментарии под этим видео. Итак, давайте начнем. Итак, двоечки. А первый вопрос у нас: какую хорошую новость ты должна знать? Ну, знаешь, вот тут по деньгам. Потому что у тебя давно уже есть несколько источников дохода. И ты думаешь, что это просто там временная лихорадка, что вот-вот что-то рухнет. Но сразу скажу, это не так. У тебя есть основная работа, плюс еще что-то. Это вот, как сказать, свое дело маленькое, хобби. И вот эта система, она уже работает. Она не идеальная, да, но она дает вот стабильный результат. То есть по четверке пентаклей фундамент у тебя есть. Ты уже не живешь от зарплаты до зарплаты. Просто ты привыкла думать, что это так, что ты кое-как выживаешь. Но подушка у тебя есть. У тебя есть возможность спланировать любую покупку, да, которую ты откладывала там годами, а то и вообще веками. Ты этого не замечаешь, потому что в голове у тебя режим вот этот выживания, он включен. А новость какая? Режим выживания закончился. Ты уже в режиме стабильности. Просто перестань подвоха ждать, потому что подвоха нет. Есть твоя вот эта неспособность поверить в свой собственный успех. Вот это и надо исправить. Кредит платишь, у тебя уже не просто хватает на платеж, а остается. На отпуск откладываешь, у тебя уже есть сумма, которую можно смело превратить в путевку. Расходов неожиданных тоже боишься, но у тебя уже есть резерв, который вот покроет вот эти расходы без ущерба там, для жизни, да? Перестань думать, что ты все еще на грани. Ты уже перешла на сторону стабильности. Просто глазки нужно открыть и посмотреть на цифры в этом, как его, в приложении у себя банковском. И цифры сами за себя говорят. Ты это заслужила. Работала, не покладая рук. И вот теперь можно просто спокойно дышать и будущее планировать, а не думать, что там завтра без гроша в кармане останешься. Тут нет магии, это результат твоего труда, это не счастье привалило, не этот, как его там, не голубой волшебник на золотом вертолете принес. Нет, всего ты добилась сама. Без всякой магии, эзотерики и так далее. И ты вот долго думал, что вот-вот все рухнет. Но знаешь, что самое главное, что ты должна была понять? Рухнуть должно было уже давно. А вот оно не рухнуло. Значит, оно не рухнет и завтра. Просто прими это и начни нормально жить. Как это использовать во благо себе? Ну, знаешь, ты сейчас в этой яме эмоциональной. Тебе все это надоело. Отношения в привычку превратились, если они есть. Если их нет, то ты уже смирилась с одиночеством и себе говоришь, что это выбор. Работать для тебя стала тягучкой, вот как называется-то, не пластилин. В общем, рутиной работа стала у тебя. Друзья, подруги, ну, так знакомые есть и есть. Вот четверка кубков — это ты сидишь и думаешь, да мне и так нормально, зачем что-то менять? А рыцарь кубков, он тебе вот этот эмоциональный взрыв несет. Это новый человек, который появится и потрясет твоими, не буду говорить, потрясет твои чувства, да?
так, что ты даже не сможешь сказать, что тебе все равно. Это старый партнер, да. Он просто начнет делать то, что ты годами просила. И ты почувствуешь вот эту надежду. И знаешь, и будет такая еще ситуация на работе, которая тебя вот возьмет за шкирку, вот за грудки и потрясет тебя. И у тебя проснется вот эта страсть к делу своему. Главное, не отмалчивайся, когда вот это произойдет. Знаешь, не говори «мне и так нормально», да? Используй этот толчок. Человек появится, дай себе право влюбиться, не бойся. Бывший там изменился, да? Не держись за обиды, попробуй начать с чистого листа. Но только если он не изменял. Работа тоже вспомни, почему ты когда-то выбрала эту сферу. Используй вот эту волну эмоций, чтобы выбраться из вот этой эмоциональной ямы. Ты вот, как сказать, вот, давай я тебе скажу, что я вижу. Пустыня, и ты в зыбучем песке по пояс уже. И не двигаешься, не барахтаешься. Ну, если взять этот, как сказать, не эфемерное представление, да, барахтаться нельзя. Но мы же то, что я говорю, видим, да, и вот ты тянешь, и ты даже не пытаешься выбраться. Вот не позволяй себе туда, как говорится, засосунькаться. Но это кураптоновский язык, это значит, что тебя засосет, понимаешь? Вот не позволяй этому. Это твой шанс почувствовать жизнь. Вот, да вот как тебе сказать, вкус к жизни, вот как сказать. Ты сейчас, давай я по-своему скажу, ты сейчас жуешь вату, понимаешь? Но ты не понимаешь, что вата сладкая, а не просто вата. А у тебя вкус, как будто ты и вату жуешь. Вот. Разреши себе почувствовать вот этот вкус сахара, ну, от ваты сахара. И вкус вот этот не упусти из-за страха, что там все снова рухнет. Рухнуть может, да, но сидеть по макушку засосанной, да что ж такое, вот как это слово сказать-то? Ладно, давай, на дне ямы, да? Если сидеть, то это тоже рухнуть может. Только медленно и без вот этого шанса встать. Лучше, как говорится, взлететь и упасть, чем никогда вообще не взлетать. А по деньгам ты стабильно. Ты можешь позволить себе там рискнуть, да? Эмоционально я имею в виду. Поэтому не закрывайся. Когда почувствуешь вот этот всплеск чувств, не дави его, не подавляй его. Это как раз не слабость. Это будет сигнал, что ты еще живая. Вот используй его. Понимаешь? Какой совет, зная все это? Ну, тут, знаешь, стабильность у тебя есть в плане денег. Придет скоро этот эмоциональный взрыв. И вот дальше выбор. Пашкубков и влюбленный. Вот смотри, тебя предложение ждет. Вот кто-то сделает, как сказать, вот предложение начать отношения. И если ты уже в отношениях, то это предложение руки и сердца. И ты почувствуешь вот к мужику, к этому, что вот, как сказать, вот, захочешь действовать. И совет тут простой. Не лети головой вперед. Эмоции сильные будут. Эмоции у тебя все карты эмоциональные почти. Ты захочешь сразу или все, или ничего. Но влюбленный — это карта выбора. И выбор может быть осознанным. Вот после предложения дай себе 2 недели. Не принимай сразу решение вот в первую неделю вот этой эйфории, понимаешь? Посмотри на человека реально, без розовых очков. Что он делает, что он предпринимает, как он будет строить, а не то, что говорит. И посмотри на все вот со стороны. Это действительно тебе то, что тебе нужно? Или просто это твоя эмоциональная реакция на то, что ты долго в яме сидела? Понимаешь? Плюсы, минусы, если надо, на листочке запиши.
с подругой поговори, но только с такой подругой, кому ты доверяешь, а только потом решай. То есть не повторяй старых ошибок, когда ты выбирала эмоции, а потом платила за это годами своей жизни. Если это новый человек, то делами его проверь, а не словами. Если это бывший, то проверь, какие изменения произошли реальные. Не то, что он говорит, а то, что ты увидишь. Понимаешь? У тебя все есть уже, чтобы не торопиться. Поэтому используй это как свое преимущество. И не торопись. Любовь, эмоции — это очень хорошо, но и голова должна, как говорится, на плечах быть. Иначе через полгода ты снова будешь сидеть в яме, только уже с пустым кошельком. Знаешь, у тебя есть вот ресурс, энергия, деньги и так далее. Они дают тебе право выбирать, а не цепляться за первую возможность. Понимаешь? И вот эта роскошь, которую ты сама заработала, поэтому не спускай ее на тормозах, понимаешь? Смотри на дела. И всегда помни, что я с тобой рядом.